Если бы 10 лет назад меня спросили выбрать между Toyota Camry и Hyundai Sonata, я бы без раздумий выбрал Camry. Но на сегодняшний день все поменялось, и уже стоит задуматься. Сейчас вам расскажу почему. Меня зовут Сердар, и это канал Serdar's Drive Motion. Ну что, погнали? Перед вами Hyundai Sonata 7-го поколения, который выпускался в период с 2015 по 2017 года. Цена этого автомобиля порядка 15 тысяч долларов, что с момента его выпуска подешевел почти в 2 раза. Все мы с вами знаем, что корейские автомобили дешевеют не по дням, а по часам. И этот автомобиль не исключение. Компания Hyundai сильно пытается составить конкуренцию автомобилях класса D, Camry и Accord. И как по мне, по виду, в грязь лицом она точно не упала. Со стороны автомобиль выглядит солидно и богато. Сочетание агрессивной спортивной задней части с более премиальной передней придает автомобилю интересный и современный вид. Хромированные полосы по всему периметру, соединяющиеся с красивыми и большущими фарами. Островатые формы кузова с правой и левой части автомобиля придают агрессивность. Очень понравилась спортивная форма боковых зеркал. Красивая хромированная решетка радиатора. Все со стороны выглядит массивно и солидно. Что касается внешнего вида автомобиля, у меня нет никаких претензий. Но единственное, что мне не понравилось, так это капот. Точнее его форма. Он выглядит каким-то обрубленным. Почему нельзя было продолжить его до решетки радиатора? А вишенка на торте, так это резиновая прокладка, которая выгорает и покрывается налетом при намокании и сильно бросается в глаза. Багажное отделение автомобиля очень большое и объемное, составляющее 510 литров. Кстати, туда можно самому поместиться, и давайте я продемонстрирую. Ну, как-то так можно комфортно полежать, отдохнуть, но этого делать не надо. Все. Под капотом у нас рядный 4-цилиндровый 2-литровый бензиновый двигатель Dodge мощностью 154 лошадиной силы при 194 ньютон-метр крутящего момента. Надеюсь, мое хорошее представление об этом автомобиле останется таким же после того, как я открою эту дверь. Пожалуйста, Sonata, не подведи. Вот честно, когда только садишься в салон, он производит на тебя большое впечатление. Все выглядит стильно, красиво, гармонично. Но этот энтузиазм пропадает после 30 секунд, проведя в этом салоне, так как ты начинаешь всматриваться в отдельные детали автомобиля и, грубо говоря, сделаны они не очень качественно. Вот давайте начнем по традиции с руля. Руль, кстати, очень удобный, на ощупь приятный. Можно менять положение рук как захотите. Но сразу же в лоб нам вставили самые дешевые пластмассовые кнопки, которые прям стыдно трогать. И звучат они еще хуже, чем выглядят. Панель приборов выглядит хорошо. Тут все понятно, видно. Все самое необходимое высвечивается на панели. Но единственное, что меня смутило, так это, что в данный момент машина стоит на ручнике. И панель этого не отображает. Кстати, хочу сказать пару слов про ручник. То ли я что-то не понимаю, то ли мне кажется, но педаль ручника находится в очень высоком положении. Вот смотрите, в данный момент мы на ручнике, я его отпускаю, он поднимается слишком высоко. И когда в следующий раз я хочу нажать на него, мне придется задрать ногу до такого состояния
и обратно на него нажать. А как быть людям, кто выше меня? Классные, комфортные, удобные электрические сиденья. Приятно отделанный подлокотник, удобный. Внутри много места, можно поместить сюда много нужного и ненужного. Кстати, вот так выдвигается, и можно положить сюда большие баклажки или ланчики с едой. Понравился центральный отсек. Здесь вот таким образом открывается и закрывается наши подстаканники. Можно так красиво закрыть и положить сюда свой телефон. Или сюда. Много полезного места здесь. Кстати, вот этот отсек предназначен, чтобы положить ключи от автомобиля. Но я-то все знаю, что сюда будут складывать копейки. Right. Стильно спрятаны наши два прикуривателя, USB-вход и AUX. Ничего такого важного сюда не положить, так как места мало. Давайте перейдем повыше. Тут у нас климат-контроль. Ну, ладно, ничего сверхъестественного, ничего лишнего. Что касается вот этого элемента, то мне вообще непонятно, для чего он тут и что они хотели сюда вставить. Почему-то с левой части стоят часы, справа нет. И для чего вообще этот отсек? Пару слов про нашу панель и систему мультимедиа. После 3 лет эксплуатации наша система просто умерла и не хочет выходить на контакт. Просто посмотрите, он никак не реагирует на сенсор, не хочет просто нажать элементарно любую иконку. Кстати, многие владельцы корейских автомобилей жаловались на такую же проблему, особенно в жарких странах. Что касается отделки кнопок и регулировки, это вообще другой разговор. Сделано все халатно и использовали самые дешевые элементы, которые можно было либо вставить. Посмотрите, как просто отходит краска возле нашей вентиляции. Ну не это позор. Все элементы автомобиля сделаны из дешевых и убогих материалов. Начиная от двери, дверная ручка, переключатели окон, кнопки на руле, наш бардачок. Вся отделка сделана халатно и некачественно. И вот это состояние, когда ты сидишь в автомобиле и чувствуешь, из чего сделан весь интерьер, тебя сильно огорчает. И давайте скажу пару слов про задний ряд автомобиля. Тут все по-спартански, довольно-таки жесткие сиденья. Про центральное вообще молчу, как в танке. Отсюда у нас так выходит подлокотник с подстаканниками. Кстати, вот именно здесь обшито очень приятной такой кожей. Это хорошо. Тут у нас кармашки на спинке сиденья, довольно-таки большие, можно положить много полезных ценнобумаг. Тут у нас вентиляция и одна розетка прикуривателя. Ничего такого сверхъестественного тут нету. Да вроде нормально. Давайте сейчас прокатимся. Я расскажу вам, как машина едет, как она себя ведет на дороге, и узнаем по ней еще лучше. В автомобиле шестиступенчатая автоматизированная коробка передач, которая, ну, прям тормозная. Присутствует 3 режима. Это обычный, эко-режим и спорт, но на переключение скорости никак не влияет. Машина по-прежнему очень долго разгоняется. Переключение с 1 на 2 и со 2 на 3 занимает много времени, что вызывает большущий шум в двигателе. Машина мягкая, комфортная. За что я хочу похвалить Hyundai Sonata, так это за рулежку. Рулится просто шикарно, мягко, плавно, поворотливая. К этому претензий нету. Расход топлива в автомобиле
5,5 литров на 100 километров, а запас бака 70 литров. Насчет тормозов. Тормоза здесь вообще непонятные. То тормозят, то нет. Ощущение, что как будто перед торможением они спрашивают: ты точно согласен притормозить? Ты точно в этом уверен? Вот это мне не нравится. Подвеска в автомобиле срабатывает просто идеально. Мне нравится. Очень комфортно, мягко и никаких проблем. Это лично мое мнение, что касается автомобиля. Но обязательно мой вам совет: перед тем, как покупать его, протестируйте его, потому что не для каждого человека он подойдет. Кому-то не понравится разгон, кому-то не понравится его торможение, как он ведет себя на дороге. Так что все в ваших руках, мои дорогие друзья. Что еще сказать? Шумоизоляция просто шикарная, тихо, едешь в приятном ощущении, в расслабоне. Насчет этого тоже претензий нету. Смешанные чувства оставляет нам Hyundai Sonata. Кому-то понравится этот автомобиль, а кому-то нет. За что-то они его полюбят, а за что-то нет. Вам решать, мои дорогие друзья, нравится ли вам этот автомобиль или нет. На этом все. Вот и все. Подошел к концу наш сегодняшний день с Hyundai Sonata. Автомобиль оставил очень много вопросов, на которые новое поколение этой марки будет отвечать. Автомобиль 100% для спокойного, неторопливого человека, которому не важен дизайн, интерьер и удобство автомобиля, а всего лишь нужно добраться от точки А в точку Б. Снаружи автомобиль очень симпатичный, внутри дизайн красивый, но качество отделки оставляет желать лучшего. Вот и все, друзья. Пытался рассказать как можно простым и понятным способом. Попытался рассказать об автомобиле снаружи и внутри. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Берегите себя и своих близких. Пока!